Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живет там. Встает он теперь в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по роще. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тетка Марья Михайловна с бароном фон Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между теткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенной симпатии. На появление Обломова в их доме тетка смотрела, или лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет, не станет же он говорить Ольге пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон, но мнение своего вслух не высказывал. Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича? Получил. И что же он пишет? Звал в Париж, теперь зовет в Рим. И что же вы? Как соберусь, поеду. Он, кажется, вас давно дожидается. Будете писать, непременно передайте от нас поклон. Илья Ильич. Да? Я жду вас. Простите, пожалуйста. Доброе утро. Что? Каковы ваши успехи? Все, что обещал, я исполнил. Что не вспомнил сам, выписал из книжек для памяти. Эпоха Ренессанса. То есть период Какой расцвета несносный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выигран ландшафт, не будет куста на этом месте? Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно. Различают 3 времени эпохи Ренессанса в Италии. Время Треченто, время Кватраченто, время Четвеченто. Время Треченто замечательно явлениями таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Мантуанской. Месье Обломов. Месье Обломов. Да? У вас листок упал. Благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал. Появляются новые я имена. вот все думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял. А по-моему, он очень на месте. Барон, дайте руку, нам пора. Но я ведь не дочитал. Вот без меня и дочитайте. Мы ждем вас к обеду. Благодарю. Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждем, как всегда. Слышите? Я жду вас здесь 2 часа. Матант, подождите меня, пожалуйста. Куда вы так торопитесь? Ой, ужасный куст, все портит. А я считаю, что он здесь очень на месте. Ну, не спорьте, барон.
Вы меня не видите? Ой, Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил, здравствуйте. Илья Ильич, я тут 2 часа уже вас дожидаюсь. Вы гуляли? Гулял. Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовет меня в Швейцарию брониться. Куда я теперь? Возможно ли? Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чем-нибудь саркастически, все равно в ней блещет такая грация. Такой живой ум, ну просто с радостью подставляешь лоб, пожалуйста. Это вы про барышню Ильинскую? Это верно. А вы знаете Ольгу? Нет, но вы так говорили. Господи, это чудо! Да что там? Алексеев, а почему бы вам не пожить у меня, правда? Дачи у вас нет? В городе жарко. Решено! Илья Ильич! Илья Ильич! Постойте! Велю тебе готовить комнату для Ивана Алексеевича! Постойте! Илья Ильич! Лучше я вас слушать буду, Илья Ильич! Ольга назначила Обломову сойти с беседки, чтобы идти гулять, но чего-то опаздывал. Ему не терпелось показать ей давишний пейзаж уже без куста, так ей мешавший. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявшая его радость куда-то уходила. Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо, сталкиваются, разбегаются, торопятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук, может, зовет другую. Трава сильно пахнет, из нее раздается неумолкаемый треск. Какая тут возня, думал Обломов, вслушиваясь в мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно. О. Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем. Да. Нынче на святке в 5 часов уже темно. Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься. На святке, по-моему. Да, на святке. Это еще тогда Лука Савич себе лоб расшиб. Ну-ка, Лука Савич, расскажи, как это ты? Ну что ж рассказывать, все, Алексей Наумович выдумал, ничего такого не было. Лобик-то здесь. Вон шрамик-то. Что вы смеетесь? Ну, это все Васька, разбойник. Салазки старые подсунул, они и развалились, я и того. Пойдем, мой хороший. Я тебя уложу. Вот.
Вот мой. Вот так. Вот мой хороший. Пойдем. Вот так. Пойдем, мой золотой. Я тебя уложу в постельку. Мой хороший. Давайте, барыня, я. Не надо. Барыня, дайте я. Я сама уложу. Мой золотой. Мой мальчик. Мой дорогой. Моя радость. Пойдем, я тебя уложу. Вот так. Вот мой хороший. Вот я тебя сейчас укрою. Вот так. Вот давай сюда ручку. Вот так. Ты не уходи. Я не уйду. Я с тобой. Зимой что будет? Будет. Я не сплю. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресниц две теплые слезы и стали неподвижно. Илья Ильич! Илья Ильич! Илья Ильич, да проснитесь же вы, неужели вы не можете не спать и 5 минут? Ой, Ольга, простите, я... Ой. Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел все совсем рядом. Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул. Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь, а я не могу. Я давеча и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого. Ну, как лист на ветке. Так покойно бывает счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу. Иногда как соки бегут по стволу, как иногда дерево все зашумит ветвями, закачается, я вместе с ним. И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные. Оторвешься, подхватит ветер, где упадешь, чем станешь. Вы что? Вы иногда смотрите на меня, как моя няня Кузьминишна. Ольга! Ольга Сергеевна! А если я вдруг умру? Какая мысль? А как я простужусь? Вы приходите сюда, меня нет. К нам приходите тоже. Катя выходит вся в слезах. Шепчет, больна, умирает. Доктор качает головой. Что с вами тогда будет? С ума сойду. Или застрелюсь. А вы выздоровеете. Боже, какие мы дети. Какие мы дети. Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что... Что? Нет, ничего. Ну что? Так. Нет, у вас есть что-то на уме? Ну? Нет. Говорите. Это вздор. Ну, говорите. Да нет, не нужно. Ну, нужно. Я прошу вас. Ну что, разлюбил, может быть? Ну что ты говоришь? Ну что, говори. Ты любишь Андрея? Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты нет, хотел сказать. Ольга. Ну. Ты говори. молода. Ты не знаешь опасностей. Пусть. Ольга, это страшный путь. Пусть. Ну. Нам нельзя видеться наедине. Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите. О. Илья Ильич! Я не пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами.
Я люблю вас. Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно. А вы уезжаете? Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха и на научном поприще. Знаете, мне очень приятно было, что... Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом. Мы были очень вам рады. Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте, мне искренне жаль. Я верю, что вам действительно искренне жаль. Да. Да. А вы почему... Что? Теперь долго не увидимся. Да, долго не увидимся. Ну, с Богом. А где Ольга? Ольга в парке. А, впрочем, я не знаю. Она вам ничего не сказала? Что сказала? Ну как же? Нет, она ничего не сказала. Барон сделал Ольге предложение. Она ему решительно отказала, и поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя! 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 Бегу, барыня, бегу! Он ей предложение? Как так? Он Ольги? Стойте! Ничтожество! Илья Ильич мог! Он старик! Что с вами, Илья Ильич? Ну ладно! Да как он посмел? Как он смел в мыслях видеть ее своей? Что, Ольга? Ты Ольга! Что стряслось? Барон этот старый волокит, этот плешивый селадон с масляными глазками сделал Ольге предложение. Господи! И что же она? Сказала, разумеется, ну как он смел оскорбить ее мыслью, что он будет под венцом стоять с ней, держать в своей старческой ладошке ее пальчик. Боже, он, значит, представлял ее в мыслях своею. Как смел! Шел прочь! Вы же знаете, Алексеев, я вам говорил, вокруг нее кипит жизнь, сама она молодая, радостная, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным. Так, Пошел вон! сейчас. Все. Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться, не надо так волноваться. Ведь барону она отказала, да и бог с ним. А потом вы ведь давеча сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились?
А ведь она меня любит. Любит Алексеева. Сама сказала, что любит. Ну вот, и слава Богу. Вставайте, Алексеев, вставайте, вставайте. Я все понял, Алексеев. Что случилось, Илья Ильич? Я давеча вам говорил, что она меня любит, но я ошибался. И она ошибалась. Ольга меня не любит, не должна любить. Это ошибка, просто ошибка. Поставьте. Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда. Правда, Алексеев. Горькая, но правда. Смотрите, чем я лучше этого барона? А? Что молчите? Я его не видел никогда. Правильно. Таких, как я, не любят. Не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума или красотой лица. А так я что такое? Обломов, больше ничего. Штольц! Штольц! Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга, но мы-то с вами знаем, что это ложь, бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Понятно? Но все равно, если не Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей. Она просто готова была к восприятию любви, и я попался случайно ошибкой. А придет другой настоящий, и она отрезвится от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю? Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все. 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 Будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек. Так, а как же она? Кто она? Ольга Сергеевна, когда вы уедете? Утром встанет. Так. Пошлет к вам. Так. Ей скажет, уехал. Ну? Что же ей думать? Угу. Да, вы правы. Объясниться необходимо. Илья Ильич. Я напишу ей письмо. Вам не страшно, Илья Ильич? Нет. Я посижу здесь тихо. Нет, нет. Ступайте. Ступайте с Богом. Спасибо вам. Пожалуйста. Я один должен. Хорошо. Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю, и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущее – это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам, вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам, если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которой сели невзначай. Ольга. Ольга. Уйдите. Зачем вы здесь? Вы правы.
все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет. Как? Нет. Нет. Как? Значит, я прав. Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье. Вам досадно стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его. Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я делал все это? Зачем? Да зачем же? Зачем вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать. И как я буду плакать. Да если бы вы хотели того, о чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной, и не мучая меня. Какая мысль. Обломова поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое люблю, сегодня мои слезы. Завтра вы захотите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертв от меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять и умирать. Вы злой. Илья Ильич! Илья Ильич! Илья Ильич! Вы что тут? Ольга, я не могу не сказать. То, что ты сказала, все это правда, но я не знал этого. Я писал это письмо. И наслаждался. Да, ужасно наслаждался. Голова моя и сердце были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался. Новостью своего положения, горем своим, сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки, мне казалось это, но я не вынес ее. Я вынесу ее. Мне страшно. Гроза, не бойся, я с тобой. И тебе страшно. Сердце замирает. Видишь? Видишь, в темноте кто-то. Что? Здесь никого нет. Закрой мне глаза скорее чем-нибудь. Вот так. Ольга. Крепче. Вот так. Это нервы. Как у тебя пальцы дрожат. Ольга, у тебя жар. Идем домой. Ольга, пожалей меня. Ольга, у меня колени дрожат. Я сделаюсь больным.
Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не дома? Мы с Захаром весь парк обегали. Красотка какая я. Плед принес. Укройтесь. Укройтесь и пойдем рядышком. Я сон нарочно большой взял. Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно. Господи, как же? А я чашку украл. Может, я с вами посижу? Нет, ступайте. Ступайте. Алексеев, если я женюсь и насовсем уеду в облом, поезжайте с нами. Можно я с вами посижу? Нет, ступайте. Ступайте, ступайте. Проснулся мальчик мой. Не мутны ли глазки наши? Нет. Не болит ли чего, Илюшечка? Давай помолимся. Повторяй за мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержителю, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силою честнаго животворящего Твоего Христа, и сохрани меня от всякого зла. Преславный Катя. Здравствуй. Илья Ильич, вы что тут? Катя, скажи, а барышня спит? Так ведь 6-го половина. Хорошо. Катя, денежку хочешь? Господи, Илья Ильич. Возьми, возьми. Барышня.
добрым утром. Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой. Ольга, а вы спали? А вам жаль, что я спала, злой человек? Нет, просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой. Милый мой. Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило. Но вода осталась. Немного. Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, 3, 4. Ольга! 5, 6. Как еще только 6 часов? Немедленно идите спать. Вы что, жалеялись? Всю ночь не ложились? Сейчас лягу. Хорошо ли? Настоящий барин. Умница. Красавец. А точно разбойник. По ночам где-то скрывается. Дома не спит. Под дождем мокнет. О, Захар, оставь. Разбуди меня в 2 часа. Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышню ровно 3 часа в парке. Смотри, не перепутай. Что это? Не перепутай, смотри. Да ладно. Захар. Захар. Проснулась. Который час? 5. Ах ты, балован, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал. Ну, попробуйте вас добудиться. Ночью ходите не весь где, а потом спите, как камень, да еще ругаетесь. Змея, губитель! Я ж барышню в 3 часа в парке ждала. Не ждала. Как? А вот так. Горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня в 3. Так одеваться, что ли? Какие гости? А я почем знаю. Больше ничего. Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил, не наша, отдал. Так одеваться, что ли? Ладно, поди вон. Спать будете. И то, нечего там делать. В сырости-то. Где там? Барышня с гостями чай пьют. Велели приходить к 4 в это, как его, да сад, что ли? В парк, что ли? Да-да, в парк. Что ж ты молчал, губитель? Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь 6-й час. Mais vous devriez absolument chercher à la mode. Прекрасно играет утреннюю зарю. Так прекрасно Mais oui, vraiment fort, c'est pour le bien de l'infanterie. Ouais, pour l'infanterie, Michel, nous vous en prions, jouez pour l'infanterie, c'est Ah oui, bien sûr, naturellement. Alors, nous vous attendons chez
Барин. Вот, барин, посмотрите. Котенка от соседей принесли. Вы давеча спрашивали. Не надо ли? Захар? Чего изволите? Я, может, в город перееду. Куда в город? Квартиры нет. Ну, на Выборгскую сторону. Ну что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего вы там не видать? Волков, что ли? А? Здесь неудобно. Куда нам еще переезжать? Господи. И тут вон умаялись совсем. Вы лучше скажите, ой, куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить? Ой, продать, что ли? Ты что, с ума сошел? Я на днях за границу поеду. За границу? А что, поеду и все. Что ж тебе так странно? Поеду и конец. У меня и паспорт готов. Ну, зимы готов, все есть. На следующий день 2 раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошел, сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома. Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать. Ну как же нечего? Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете. Да, читаю иногда. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот нынче Алексей Спиридонович, сын, студент, читал вслух. Ну и что же он читал? Про англичан. Что они ружья, да пороху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказали, что война будет. Куда же-то они завезли? В Испании или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен. Какой посланник? Вот что-то забыл. Ну, что еще нового в политике? Да пишет, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь. Да, разве же это политика? Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули, потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла. Вас горничная от Ильинских спрашивала. Я же просил тебя отвечать, что я болен. Я и то говорю, она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает. Ступай. Скажи, что я сейчас выйду. О, Захар. Здрасте, Илья Ильич. Катя, что ты? Барышня здесь, велела спросить. Ольга Сергеевна здесь? Да. Правда, Катя? Да. Захар! Скорее! Илья Ильич, у меня для вас известие. Ольга, ради бога, как вы? Как вы здесь? Вас здесь могут увидеть. Я нарочно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приезжает. Андрей! Да, сегодня письмо от него получили. Да. Горло ваше как? Нет. Вы совсем не были больны. Обманщик. Нет, между лучше, горло прошло. Илья? Нет. Ольга. До завтра. Ольга, погодите! Ольга! До завтра! Ах, Андрей, как я рад, что ты здесь. Ну, отчего же ты не приезжал? Я ждал тебя. И на письма не отвечал.
Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске. Только поживей! Ольга ждет. Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар! Здравствуй, Захар. Приездом, Андрей Иванович. Ступай живо, одеваться барину. Андрей Иванович. Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки. Не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов, французский. Ступай. Захар! Да иду, бегу. Слушай, Илья, а что же ты не писал мне? Я было решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче, болеет. И вы тут? С приездом, Андрей Иванович. Простите, не заметил. Здравствуйте. Здрасте, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват, Иван Алексеевич. Вот вам. Это брелок из Англии. Спасибо, Андрей Иванович. У вас часы есть? Нет, часов у меня нет. Я теперь нарочно куплю. Красиво. Тонкая работа. Андрей? Я готов. Прекрасно. Дай, Илья. Илья Ильич, да. Андрей Иванович, наверное, у вас остановится. Так, я говорю, что Андрей Иванович у вас остановится, так я в город приеду. О, это тебе. Из Мексики, чистая кожа. Спасибо. Иван Алексеевич, после поговорим. Андрей, идем. Подержите, пожалуйста, мерси. Здравствуйте, здравствуйте, обманщик. Андрей Иванович, а он опять лежал? Несносный человек. Стоило мне 2 дня с гостями заняться, как он опять лежит, да еще больным сказался. Ну что ж вы не приходили? Я скучала. Простите меня, Ольга Сергеевна. А я смотрю, как вы похорошели, Ольга Сергеевна, на даче. К вашему лицу, должно быть, очень пойдут синие ленты. В другой раз непременно вам привезу. Верно, Илья? Как расцвела Ольга Сергеевна. Не спрашивайте Обломова, не ждите от него для меня комплимента. Помните первую встречу? Вы тогда еле уговорили его послушать мои пение. О, несправедливо. Вы несправедливо ко мне. Сначала я верно отказывался, пока не услыхал, как вы поете. Ольга Сергеевна, благодарите еще, что он не заснул под вашу кастадиву. Господи, неужели всего 4 месяца прошло? Да-да, всего 4 месяца прошло. А кажется, как далеко все. Андрей Иванович! Да? А можно я к вам седую править буду? Извольте. Вы не боитесь? Это не страшнее, чем сидеть ночью в чужом саду. Или в гостях раскладить соусник. Господи, вы это помните? А быстрее можно? Пошел! Ольга Сергеевна, спойте! Да, Ольга Сергеевна, спойте, а! Хорошо, только давайте петь все вместе. 3-4. Нет, ну зачем так громко, Андрей Иванович?
Сергеевна! Ольга Сергеевна? Осторожней! Ой, как хорошо. Ой, Андрей Иванович, а можно я покажу? Ну, то, что вы привезли. Ну, конечно. Захар! Митька! Скорей! Ах ты, боже мой. Как изменилась эта девочка. Как выросла, развелась. Андрей. Что? Ты знаешь, я... Знаю. Что? Все. Все? Да. Что все? Ну и про занятия, и про гуляние, и про куст, и про письмо, и про чашку, и про... Как? Боже мой, как же? Илья Ильич, смотрите, что Андрей Иванович из-за границы привез. Иди сюда, Илья! Вот он! Катя! Опа! Поехали! Идите скорее смотреть, как Андрей Иванович катается. Мотор! А скоро весь мир будет путешествовать на таких машинах. Ни овса, ни подков, ни кучера. Ничего не нужно. Андрей Иванович, можно я тебе? Теперь ты, Илья, попробуй. Илья Ильич, ну же, не бойся. Нет, нет, Илья, ты, я вижу, опять спишь. Я от тебя не отстану. Это ж так просто. Ну, пойдем, пойдем. Что ты, Илья? Я не поеду. Илья, ну что ты, ей-богу, какой? Ты испугался чего-то? Ну, это ж так просто. Ну, я прошу тебя. Я не поеду. Но это же глупо, в конце концов. Тебя все просят. И я прошу. Для меня, Илья. Я не поеду. Я помогу тебе. Это так весело и приятно. Я не поеду. Илья. А, бог с ним, Ольга Сергеевна. Мы и сами прокатимся. Илья Ильич, смотрите, даже я не боюсь. Илья Ильич, догоняйте! Андрей! Ольга Сергеевна! Андрей! Подождите! Андрей! Ольга Сергеевна! Подождите меня! На другой день Илья Ильич переехал на Выборгскую сторону. Ольга писала ему, один раз даже приходила. Но они виделись все реже и реже, потом отношения их прекратились совсем. На другой год Ольга вышла замуж за Штольца. Обломов безвыездно жил теперь на Выборгской стороне, в доме вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Занимался с ее детьми, обедал, спал и все мечтал о поездке в деревню. Штольц несколько раз бывал у него, уговаривал начать новую жизнь, ехать за границу, в Обломовку, но потом он отступал. Вскоре Агафья Матвеевна стала женой Ильи Ильича. У них родился мальчик, названный в честь Штольца Андреем. Илья Ильич не делал различий между своим сыном и детьми Агафьи Матвеевны от первого брака. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, Обломов наконец решил, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское и покойное беспечное течение жизни в родной деревне. Через 7 лет Обломов умер от удара.
Захар спился, нищенствовал и все ходил на могилу барина. Штольц звал его к себе в деревню на покой, но Захар не поехал. Маленького Андрюшу Обломова Штольцы взяли себе на воспитание и считали членом своего семейства. Агафья Матвеевна осталась одна. С потерей Ильи Ильича нечего было ей желать большего в жизни, некуда идти. Оживала она только, когда виделась с Андрюшей. А виделась с ним редко, когда только Штольцы жили в городе или снимали дачу недалеко от города. Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Сделайте мне, пожалуйста, лекарство. Оно там на подоконнике. Сейчас, Ольга Сергеевна, несу. Пожалуйста. Спасибо. Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором? Я напоила ее сегодня теплым и не пущу купаться. Там посмотрим. Вы бы сыграли что-нибудь, Иван Алексеевич? Да ведь я и не умею, Ольга Сергеевна. Да, я и забыла, извините. А чего же ты не отвечала на письмо своей приятельницы Сонечки? А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже 3-е письмо ее без ответа. Да мне хочется забыть ее скорее. От чего? Так. Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Мальчики деревенские прибежали, сказывают, маменька ваша идет. Бегите скорее встречать. Маменька приехала! Маменька приехала! Маменька приехала! Маменька! Да, тебе поклон от Рейнгольда. Я видел его в банке. Ты знаешь, он замечательно выглядит. Совершенно оправился. С удовольствием вспоминал нашу поездку. Справлялся о тебе и о детях. Звал в гости. Я дал слово, что мы будем на неделе. Приедем к нему. А только по дороге домой вспомнил, что мы должны быть на открытии выставки. Так что...